Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Владимир Маршак, аудитор, бухгалтер и налоговый консультант. И сегодня я с вами хочу поговорить о разнице между ОСК Патур и ОСК Муршей и развенчать многие мифы, которые существуют, многие заблуждения, то есть которые люди читают в различных местах, и непроверенные сведения. На самом деле индивидуальный предприниматель, он имеет дело с тремя организациями. Да? То есть это Мас Ахнаса, подоходный налог, МАМ, НДС и Битох Леуми, служба национального страхования. Три эти организации, они имеют разные правила, у них разные законы и с ними разные отношения. Когда мы говорим об ОСК Патур и ОСК Мурше, то есть это имеется в виду только к отношению НДС. На самом деле налоговые и Битох Леуми, они не знают, что такое ОСК Патур и что такое ОСК Мурше. Значит, и дело, и разница между ОСК Патур и ОСК Мурше идет речь только о НДС, о МАМе 17%. То, что ОСК Патур на самом деле не должен платить 17% НДС и не может списывать, соответственно, НДС от своих поставщиков. На самом деле, то есть это огромное преимущество для части бизнесов, но не для всех. То есть прежде всего тот, кто работает на конечного покупателя, не на бизнесы. Там, скажем, кондитер, который продает торты. То есть это может быть частный преподаватель, это может быть владелец магазина цветов и так далее и тому подобное. Да? То есть все, кто работает не с бизнесами, а с конечным потребителем. Почему? Потому что с денег, которые они получают, они могут не платить 17% налога, что это очень много. То есть, если ОСК Мурше дает цену клиенту 200 шекелей, вот он платит 34 шекеля налога. Правда, он может там что-то такое списать. Вот, то есть, ОСК Патур, когда он дает 200 шекелей, то он не платит НДС вообще. Значит, в этом на самом деле разница между ОСК Патур и ОСК Мурше. Не все могут быть ОСК Патур, то есть ОСК Патур по обороту это до 100 тысяч шекелей в год. Не все специальности могут быть ОСК Патур, например, инженеры, рой-хешбоны, врачи, многие другие свободные специальности не могут быть ОСК Патур вообще. Но те, которые могут, и до 100 тысяч шекелей, то есть они ОСК Патур, те, которые работают на конечного потребителя, не на бизнесов, то они, у них большое преимущество, они могут, не платить НДС. На самом деле это не значит автоматически, что они освобождаются от подоходного налога и Битох Леуми, как мы говорили, что у каждой организации свои требования, свои правила, и ОСК Патур и ОСК Мурше это только НДС. Значит, теперь я хочу сказать о случаях, когда нужно взвесить и изначально зарегистрироваться как ОСК Мурше. Например, то есть если бизнес работает с другими бизнесами. Теперь, то есть, если возьмем, к примеру, бизнес. Для бизнеса, на самом деле, он может, я имею в виду ОСК Мурше, и компании с ограниченной ответственностью, он может списать НДС. То есть, в принципе, разница между 200 шекелями, которые дает ОСК Патур Кабалу, и 200 шекелями плюс НДС, который дает Хешбонит Мас ОСК Мурше, то есть 234 шекеля для бизнеса не имеет разницы. То есть, в принципе, бизнес бизнесу добавляет МАМ, и на самом деле никому от этого ни плохо, ни хорошо. Почему? Потому что один бизнес платит, другой бизнес может списать. Вот. В результате, то есть, получается ситуация, что такой бизнес, он может списать так называемый мам-то-сумот, мам на затраты, то есть, и это может быть выгодно.
Значит, второй момент, то есть, который тоже очень важен, то есть это экспорт. На самом деле экспорт, он исключительно выгоден с точки зрения НДС. Почему? Потому что на экспорт существует в любом случае МАМ 0. Но с другой стороны ты можешь списать МАМ. И поэтому для экспортеров быть ОСАК Мурше выгодно. И третий момент, то есть когда бизнесы собираются участвовать в тендерах и собираются участвовать работать с большими бизнесами, то в этом случае быть ОСАК Мурше, то есть не только более престижно, но и, соответственно, то есть Осаким Птурим рассматриваются как мелкие бизнесы, то есть недостаточно серьезные, и на самом деле во многих случаях, то есть они не берутся в расчет при тендерах, то есть и существуют проблемы, также проблемы имиджа, да. То есть на самом деле нужно учитывать несколько вещей. То есть, во-первых, то есть, когда вы работаете с конечным потребителем, то быть, значит, ОСАК Патур, естественно, всегда выгоднее. То есть, ОСАК Патур – это значительно более простая бухгалтерия, то есть, не нужно каждые 2 месяца, каждый месяц подавать отчет в НДС. То есть ОСАК Патур, как правило, платит меньше Рой Хишбону, но существуют случаи, когда нужно взвесить, и может быть действительно, что открыть бизнес как ОСАК Мурше с разных сторон, то есть это может быть и выгодно, и правильно. Поэтому то, что я очень рекомендую сделать, то есть, во-первых, всегда открывать бизнесы через Рой Хишбонов и всегда советоваться, потому что на самом деле перейти из ОСАК Патур в ОСАК Мурше, то есть если ты не достигнул 100 тысяч шекелей, это достаточно проблематично, значит перейти из ОСАК Мурше в ОСАК Патур, то есть это вообще берет 2 года, там есть определенные правила, поэтому изначально нужно правильно посоветоваться с специалистом, и изначально нужно правильно зарегистрировать свой бизнес. И всего доброго, с вами был Владимир Маршак, аудитор, бухгалтер, налоговый консультант. Задавайте вопросы, ставьте лайки, пишите, пожалуйста, комментарии. Всего доброго и шаббат шалом вам!